Изолента Лайф. Игорь Викторович Никулин, это военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН. Сегодня днем состоялся брифинг Министерства обороны по поводу раскрытия и работы с документами, полученными на Украине касательно химических и биологических разработок. Вскрылось очень много информации о спонсировании всего этого дела американскими официальными лицами. И вот давайте немного в этой части об этом побеседуем. Давайте тогда начнем с вопросов. Подскажите, какие угрозы исходят именно вот от американских биолабораторий, и какие, возможно, удалось предотвратить в результате СВО? Ну, главная угроза, что в этих лабораториях в промышленных объемах нарабатывались различные патогены, в том числе чума, тулеремия, там, лейшманиоз, холера, гепатит С и тому подобное. И разрабатывались средства доставки. То есть то, чем тряс когда-то один товарищ в ООН, это еще не является биологическим оружием, что-то там в пробирке. А вот когда есть патогены, которые нарабатываются в промышленных объемах, и есть средства доставки, такие как дроны, допустим, или это уже более серьезный аргумент в пользу того, что Украина готовилась к полномасштабной биологической войне. Ну, или Украина, или кто-то ее руками, или Украина, да. Соединенные Штаты Америки. Тут уже, как говорится, Украина здесь в данном случае выступает как младший партнер. Угу. У нас еще развивается такая сейчас ситуация, ее активно обсуждают во многих экспертных кругах, что у нас вот есть, допустим, ОСХО, у нас есть МАГАТЭ, который контролирует распространение там химического оружия, там все, что связано с атомной энергией, но при этом у нас есть КБТО, это Конвенция о биологическом токсическом оружии 1972 года, и нет никакого контролирующего органа. Вот по итогам операции Россия может поставить вопрос об учреждении организации контроля за соблюдением этой конвенции? Мы этот вопрос ставим с 2001 года. Но пока что наши партнеры, особенно Соединенные Штаты Америки и Великобритания, категорически отказываются подписывать такого рода меморандум по мерам контроля. То есть все, хотя, в общем-то, Россия, Советский Союз тогда еще, США и Великобритания были, как бы сказать, основателями этой конвенции, то есть они были первыми, кто подписал ее, учредителями этого, можно сказать, международного органа. И все 80-е, 90-е годы работала трехсторонняя рабочая группа Россия, США, Великобритания, в которой страны регулярно обменивались информацией о своих биологических программах, если были меры доверия, то есть регулярно наши специалисты выезжали в те же Соединенные Штаты Америки, в Форт Детрик, в US-RID, то есть это Институт инфекционных болезней армии США, в тот же Портендаун Великобритании, где отравили Скрипаля, да и не только его, еще несколько бывших советских и российских перебежчиков. Так что они, соответственно, тоже выезжали на наши объекты на регулярной основе, то есть был рабочий орган, который, в общем-то, следил за соблюдением конвенции. С 2001 года такого рабочего органа нет, потому что США в том же самом из Института инфекционных болезней армии США в Вашингтоне разошлись конверты со спорами сибирской язвы. Они сказали, что жертвы изма, и поэтому ничего подписывать не будут, и никого на свои объекты больше не пустят. Хотя, в общем-то, это было всем очевидно, что это, в общем-то, самострел, что называется. Потому что там все повесили на какого-то латиноамериканца, но один человек такую операцию осуществить теоретически даже не мог. То есть факт биологического терроризма был, а организаторы и заказчики его остались неизвестными. Он, естественно, тут же повесился в камере, как только его туда доставили. Так что вот такая вот интересная история произошла.
Еще был недавно момент в Совете Безопасности ООН, что заместитель генерального секретаря по вопросам как раз-таки химической и нераспространения всех подобных видов оружия заявила, что у ООН нет подходящего мандата на осуществление проверки этих фактов, которые Россия предоставила. Вот так ли это? И получается, что они отменяют свою собственную декларацию о учреждении миссии, которая устанавливает факты. То есть делают вид, что этого всего нет. Я думаю, что это, в общем, ООН делает хорошую мину при плохой игре. Вот я бы так сказал. То есть, когда Павел с пробиркой в здании ООН, кричат, что это споры сибирской язвы, и что тут он этим количеством может здесь всех отравить. И это, значит, было. Тогда мандат ООН был. Сейчас почему-то мандата нет. Куда они дели, где они его теряли, мы не знаем, на каком этапе. Но, тем не менее, факт остается, что никакого контролирующего органа на сегодняшний день в Организации Объединенных Наций нет. Но также нет и политической воли со стороны генерального секретаря ООН, в первую очередь, чтобы такой мандат все-таки появился. И это на сегодняшний день главная проблема, потому что, в отличие от ядерного и химического оружия, все-таки биологическое оружие, оно самовоспроизводящееся. И вот история с COVID-19 показала, что буквально за считанные месяцы пандемия охватила десятки стран мира и, в общем-то, потом всю планету. Поэтому чрезвычайно важно на сегодняшний день, чтобы все-таки заставить наших англосаксонских партнеров сесть за стол переговоров и подписать все-таки итоговый меморандум по мерам контроля, чтобы международная общественность могла как-то контролировать эти опасные эксперименты, которые происходят на территории, в общем-то, десятков стран. И то есть американцы такой вопрос. Американцы у себя запретили все работы по усилению патогенности, но они их проводят на территории третьих стран. И таких лабораторий у них уже больше 300, и работают они в 30 странах. И это на сегодняшний день эта серая зона является наиболее опасным элементом, в общем-то, в международной безопасности в области биотерроризма. И Министерство обороны также подтвердило, что Украина и США разрабатывали распространение патогенов по воде. Скажите, кто мог бы стать потенциальными целями? Это Донбасс, Крым, вообще про эти патогены по воде, которые переносятся, если можете сказать кратко, что это, как это и кто мог бы быть потенциальными целями? Мы знаем точно, что возле Харькова есть такой поселок Мерефа, там американцы работали в том числе с опасными патогенами холеры, с тем же самым коронавирусом еще с 2014 года. И в частности разрабатывались, то есть там речка есть Мжа, которая впадает в Северный Донец, а тот в Дон. То есть фактически они могли реально заразить весь юг России той же самой холерой. То есть если бы холерные вибрионы попали в городские канализации, то это чрезвычайная ситуация была бы. То есть в 70-м, по-моему, году в Одессе была вспышка холеры, весь город был закрыт на локдаун, можно так сказать. Я еще хотел последний вопрос задать. Согласно документам, изученным Министерством обороны, которые сегодня обнародовали, сегодня представили вниманию общественности на брифинге, получается, что американцы входили в правление УНТЦ, о котором сегодня рассказали. И у нас теперь есть официальные доказательства и возможность американцев привлечь к ответственности, если на них это теперь все ложится. Как можно было бы это сделать за подобные опыты и провокации около наших границ? Я думаю, что российская армия должна взять под контроль все биологические лаборатории, которые американцы создали на территории Украины. И желательно бы взять и самих этих экспериментаторов, которые там работали, и устроить им международный суд, как это было в Нюрнберге или в Хабаровске в 1947 году. Потому что, это реальное преступление против человечества, которое не должно остаться безнаказанным. Конечно, можно будет требовать и все-таки подписания международного какого-то меморандума по контролю. То есть предполагалось до 2001 года, что будет такая же организация типа ОЗХО
по контролю за биологическим. Рабочее название ОЗБО. Организация по запрещению биологического оружия. Поэтому есть такая организация, будет создана, значит, это замечательно. Если нам не удастся преодолеть там их вето в Совете Безопасности, то нам надо брать дело в свои руки. И Россия, допустим, Китай, Бразилия, Индия, другие страны, которые пострадали от биологической деятельности Соединенных Штатов Америки, должны создать международное агентство по предотвращению биологической угрозы. И уже в рамках этого агентства профессионально собирать все доказательства и выносить их на Совет Безопасности ООН и в Международный суд в Гааге. Хорошо, спасибо вам большое, что вы сегодня с нами были, ответили на наши вопросы, потому что сегодня тему очень много обсуждали, и вы многие моменты нам смогли прояснить.